Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале Красота и Бисер. И сегодня я вам предлагаю выполнить нарядный жемчужный браслет, белоснежный такой, красивый. Очень подходит к особому случаю и браслет, и сережки. Если вам понравился этот комплект, подписывайтесь на канал, кто не подписался. И приступим его выполнять. Выполняется очень легко, быстро и с удовольствием вы будете иметь такой великолепный наряд. Я буду использовать бусины 8 мм, 6 мм и бисеринку 2 мм. И для начала я беру ниточку 1,5 метра и колечко для застежки. Складываю ниточку пополам и завязываю узелочек на этой ниточке. И теперь на каждую нить мы берем по 2 бисеринки и перекрещиваем иглы в одной бисеринке 2 миллиметра. Вот так. И у нас получилась петелька возле застежки. На одну иглу набираем бусина 6 миллиметров, 2 бисеринки и бусина 8 миллиметров. И на вторую иголочку набираем бусина 6 миллиметров и 2 бисеринки. И перекрещиваем иголочки в бусине 8 миллиметров. Вот так. На одну иголочку набираем 2 бисеринки, бусина 6 миллиметров и бисеринка. На вторую иголочку набираем 2 бисеринки и бусина 6 миллиметров. И перекрещиваем иголочки в бисерине, там где у нас после бусины бисеринка. Вот так. Подтянули и переходим к следующему мотиву. Для этого на одну ниточку набираем 2 бисеринки, на вторую 1 и делаем перекресток в последней бисерине, там где 2. Вот так. Итак, продолжаем набирать мотивы и соединять их между собой крестиком, чтобы у нас получилось всего 8 мотивов. В конце сделаем петельку и прикрепим карабинчик. Подошли к другому краю и на одну ниточку набираем 2 бисеринки, карабинчик и 2 бисеринки. И проводим иголочку назад в эту же бисеринку, где у нас был перекресток. Подтянули и второй ниточкой проходим по бисеринкам, карабину и бисеринкам и выводим ниточку в ту же бисеринку, из которой мы начинали, из которой выходит нить. То есть делаем круг, закрепляя петельку. Обе ниточки у нас выходят из бисеринки перекрестка. Теперь одну иглу берем и проходим бусина и 1 бисеринка из 2, которые мы набирали возле бисерины. В первую проходим вот так. Набираем бусина 6 миллиметров, бисеринка и бусинка. И проводим иголочку в бисеринку, в бусину и в бисеринку, которая перекрестка следующего крестика. Подтянули, и у нас красиво оформляется уже первый мотив. Дальше этой же ниточкой мы проходим по крестику, по ходу его, делая круг в 1 бисеринку. И дальше в перекресток бусина и бисеринка. Вот так. Бусина, бисеринка, бусина. И снова проходим бисеринка возле бусины, сама бусина и следующий перекресток нового крестика. Вот так. Второй иголочкой мы также будем проходить бусину и бисеринку
Вот так. И проходить в бисеринку возле бусины, в саму бусину и в бисерину перекресток. Подтягиваем. И у нас полностью оформляется первый мотив. И дальше проходим по крестику и делаем оформление второго мотива. И так оформляем весь браслетик до конца. Получился симпатичный браслетик. Я предлагаю сделать еще и сережки. Я вот одну сделала, и давайте на второй покажу, как я это делала. Сразу я беру ниточку где-то метр длиной, на оба конца одеваю иглы и делаю мотив первого ряда. Начинаю с бисеринки и, продолжая, выполняю этот мотив. Вот ниточка выходит из бисеринки в одну и в другую сторону. В браслете мы, продолжая, делали крестик, а здесь мы возвращаемся в бусинку и в бисерину возле нее. Также набираем бусина, бисерина, бусина и проходим иголочкой в бисеринку возле бусины и в бисерину после бусины. Вот так. Сделали сверху отделку из 2 бусин и второй иглой также проходим в бусину, в бисерину и добавляем бусину, бисерину, бусину. Добавили бусины снизу, поворачиваем теперь и теперь каждой иглой одной проходим к верхней бисеринке, вот так, а нижней к нижней. Возле верхней бисерины мы набираем 2 бисерины швенза и 2 бисерины и проходим в эту же бисерину, из которой выходит нить, с другой стороны. Вот так. И у нас получилась петелька и прикреплено ушко сережки. Второй иголочкой также проходим в центральную бисеринку и набираем бусина и бисеринка. И возвращаемся назад в бусину и в бисеринку также с другой стороны. Вот так. И бусинка получается прикреплена. И теперь каждой иголочкой, здесь я по петельке пройду еще раз и пройду по бусинкам и завяжу узелочек и обрежу ниточку. А здесь по любому краю пройду и тоже завяжу узелок, обрежу ниточку, и сережка вторая тоже будет готова.